Привет всем! В этом видео сделаю обзорчик терморегулятора. Эта моделька называется W2809. Одна из самых компактных моделей. Она идет в вот таком вот корпусе. Его можно встроить под лицо в какую-то панель. С обратной стороны она открыта. Дисплейчик двухстрочный. Одна показывает текущую температуру строчка, а вторая строчка показывает выставленную температуру. Две кнопочки для настройки. И с обратной стороны у нас идет, вот, подключается датчик. Длина здесь где-то 30 сантиметров. Его можно удлинять, и в настройках также есть калибровка датчика, также можно откалибровать. Еще эти датчики отдельно продаются с длинным проводом, я ссылочку на него тоже оставлю. Недавно заказывал, там длина 1 метр датчика идет. Стоит там недорого. Вот это датчик, зумер, то есть звуковой сигнал. Он пикает, когда вы его настраиваете, нажимаете клавиши. И также есть здесь сигнализация звуковая при превышении установленной температуры. Может сработать сигнализация, он будет пикать, пока температура не упадет ниже выставленной. Контакты для подключения. Здесь два контакта идут. Вот эти два для подключения питания плюс-минус. Так как мало места, здесь вот по бокам подписи есть. Плюс-минус, то есть сюда подаете плюс. Сюда подаете минус. Питание у терморегулятора 12 вольт. То есть это запитывается сам модуль. А вот эти два контакта, они идут от реле. И при включении терморегулятора они будут между собой замыкаться. То есть вот этот контакт и вот этот при включении будут друг другом замыкаться. Нагрузку можно подавать максимальная 250 вольт 5 ампер. То есть там 1,250 киловатт. Я думаю, до киловатта нагрузку спокойно можно вешать. То есть до киловатта можно спокойно нагрузку вешать. Это при 220 вольт. И также, если у вас напряжение там где-то 12 вольт, то до 20 ампер при 12 вольтах. Сейчас я покажу, как он подключается, настраивается. Тут клеммочки обычные, отверточкой затягиваются. Вот, я ослабляю контакты, откручиваю. Этот крайний левый, это у нас плюс. Будем подавать сюда плюс. Вот у меня желтенький провод будет плюсом с блока питания. Буду подавать на него 12 вольт. Подключили. Теперь нам нужен минус. Минус у меня зеленый. Также подключаем, затягиваем. И сюда мы будем подключать потребитель. Потребитель, это у меня будет вот эта лампочка, она у меня на 12 вольт, вот от нее идет два провода. Черный это минус. Минус мы сразу подключим к блоку питания. Вот у меня провод с блока питания, то есть он будет идти напрямую на питание модуля, вот зеленый. И черный сразу на лампу пошел. А плюс от лампочки мы прикрутим наклемник вот сюда. Вот так. А сюда мы будем подавать плюс уже с блока питания. Это у меня вот этот оранжевый провод. Будем подавать сюда. Если вы будете использовать 220 вольт для подключения нагрузки, то вы будете сюда подавать фазу, а отсюда фазу снимать. Но так как у меня все на 12 вольт, то я просто подключаю сюда плюс 12 вольт. Вот я включил. Пошло питание. Загорелись индикаторы. Вот показывает температура вверху. Это у нас температура текущая в помещении. Вот я сейчас нагрею. Вот. Начал нагреваться. И температура 28 это выставленная. Сейчас посмотрим, там еще гистерезис настраивается. То есть разница температур включения и выключения. И лампочка загорелась. Теперь я покажу, как его настраивать, какие здесь есть настройки. По умолчанию сейчас стоит режим охлаждения, то есть у нас подается питание на лампу, это как будто у нас холодильник. Когда температура упадет до 28 градусов, терморегулятор выключится, то есть охладится от помещения. И оно включится, когда температура возрастет в зависимости от выставленной разницы температур. Для того, чтобы выставить температуру, у нас есть здесь кнопочки. Однократным нажатием кнопки Set начинает мигать
значение температуры. И мы ее можем выставлять этими же двумя кнопочками. Нижняя уменьшает значение, верхняя увеличивает. Это мы выставляем температуру. Сохраняется автоматически, как только мы подождали там 3-4 секунды, настройки сохранились. При отключении питания настройки также сохраняются, то есть терморегулятор не сбивается. С помощью вот этой кнопочки однократным нажатием мы можем переключать Цельсии и Фаренгейты. То есть сейчас показывает Фаренгейтах, но мы используем в Цельсиях. Вот. Переключается одним нажатием кнопки. Чтобы зайти в меню настроек, нам нужно зажать кнопку Set на 2 секунды. Зажали. И с помощью вот этих двух кнопок, опять же, мы выбираем нужный нам пункт. Здесь от 0 до 8 идут. И дальше, чтобы зайти глубже настраивать, например, выбираем P0. Это у нас выбор режима нагрева либо охлаждения. C это охлаждение режим, если у нас работает охладитель. H это режим нагрева, когда у нас работает нагреватель. То есть я выбрал H. Настройки сами сохраняются через 2-3 секунды и с меню выходит. То есть сейчас у нас стоит режим нагрева. Вот, включился у нас нагреватель, потому что у нас разница температуры. Это во втором пункте. Сейчас я покажу. Заходим опять в настройки, выбираем P1. 1,5 градуса стоит. По умолчанию стоит 2 градуса. Ну, я выбрал 1,5, можно 1,8 поставить. Вот. Сейчас настройки сохранятся. То есть у нас выставленная температура 27 градусов. Если температура падает на 1,8, терморегулятор включается. И когда он нагревается до 27 градусов, вот я его нагрел, он выключается. Когда температура упадет на 1,8 градуса ниже, чем 27, то терморегулятор заново включится. То есть будет 25,2 градуса. Температура включения терморегулятора. То есть во втором пункте, вернее P1, мы это выставляем. P2 это у нас максимальная температура выставляется терморегулятора. По умолчанию она 110 градусов. Терморегулятор работает в диапазоне от 110 это максимальная до минус 50 это минимальная. То есть вот это разница температур, минимальная и максимальная, которая может поддерживаться данным терморегулятором. И можно задать рамки, в которых оно будет работать. Это выставляется в P2 и в P3. Дальше у нас идет P4. Это калибровка датчика температуры. Если вас не устраивает показания, то есть какая-то погрешность есть, то вы можете его откалибровать в плюс или в минус выставляется. То есть вы можете откалибровать, там плюс-минус 15 градусов может быть погрешность, она выставляется в этом меню. Также здесь есть отсрочка запуска, это P5. И выставляется задержка включения. То есть когда упала температура, можно до 10 минут отсрочить включение. То есть включится, например, не сразу, а через минуту. Вот, задали в P5, настройки сохранились. При уменьшении температуры, то терморегулятор включится не сразу, а через минуту. Дальше у нас в настройках идет P6, это как раз звуковая сигнализация. Если задать какую-то температуру, то при превышении ее у нас будет пикать вот этот зуммер. Чтобы зайти и выставить, по умолчанию она выставлена на максимум, то есть 110 градусов. Вот можно включить. И выставляем нужную температуру. То есть там выставили 35 градусов. При 35 градусах начнет зуммер пищать. И пока температура ниже не упадет, он не выключится. Следующая настройка у нас. Это переключение Цельсия Фаренгейта. Ну, это можно и переключать, не заходя в меню. То есть это Фаренгейта, это Цельсия. Здесь отдельно кнопочка под это вынесена. То есть особо я смысла в этой функции не вижу там. Но она здесь есть. Цельсия Фаренгейта. И P8 это сброс. И P8 это сброс на заводские настройки. Также зажимаем две кнопки, выбираем On и
через несколько секунд вот сбрасывается на заводские значения. То есть все, что мы клацали в настройках, они теперь стоят по умолчанию. Режим охлаждения, разница температур. Вот все настройки выставились по умолчанию. Вот так работает данный терморегулятор. Ссылочку на него оставлю в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.